Ребята, всем привет! Меня зовут Ева Лехцер, я рада вас приветствовать на своем канале. И в текущем видео я для вас делаю обзор по вашим многочисленным заявкам после моей распаковки в Инстаграм этого подарка на колоды, которые мне презентовал мой ученик Павел. Итак, давайте смотреть, давайте знакомиться. Скажем так, зная о моих предпочтениях и тем, что меня крайне сложно удивить, но человеку это все-таки удалось. Павел, я тебе искренне признательна за эти подарки. Колоды я все обязательно покажу, которые ты презентовал. Постараюсь сделать обзор на каждую. А в данном видео я хочу сделать обзор на Таро Божественной Женственности. Невероятная колода с мощной, сильной энергетикой, шикарной эстетической прорисовкой. Ну, я понимаю, что зайдет не каждому, но это конкретно так, как я люблю, как мне нравится. Соответственно, возможно, кто-то со мной разделит это чувство радости. Итак, пришла мне посылка. Девушка Кокорина или Кокорина, не знаю, как корректно называть. Она сама автор колод, проживает она в Греции. Я уже потом, когда всю детально посылку изучила, которая мне пришла со всеми плюшками, подарками, зашла на ее сайт, полистала, посмотрела, очень много интересного. В частности, этот продукт, который она презентовала, он был такого 2020 года. Я сейчас вам буду все детально показывать, рассказывать. Пришла она вот таким вот образом упакованная, видите, с сургучной печатью в форме луны. Действительно, знаете, все сделано с очень тонким вкусом. Знаете, говорю, действительно, говорю, божественно, по-другому это не назовешь. Божественно, тонко, детально и очень красиво. Колода стандартная, выполнена она в классике Райдера Уэйта, полностью соответствует. Единственное, что тут, поскольку это колода божественной женственности, здесь и мужские образы выполнены в женской ипостаси. Но давайте смотреть. Как могла, восстанавливала первоначальный вид, потому что те, кто видел, как я в прямом эфире в Инстаграм распаковывала колоды, они были невероятно упакованы. Здесь уже, скажем так, остатки роскоши. Постаралась, повторюсь, сохранить какую-то первоначальную упаковку, но, скажу честно, не совсем мне удалось. Сейчас аккуратненько снимем с вами эту ленту с сургучной печатью. Так, вот такой вот бокс. Что мне напоминает? Напоминает Таро золотой нити, моя любимка. Именно поэтому, поскольку человек знает, что я очень люблю Таро золотой нити, а эта колода чем-то схожа, мне и презентована данная колода, данный инструмент. Здесь указаны сайты, показываю вам, по которым вы можете пройти заказать. Ну, давайте смотреть сам продукт. Когда я открыла, конечно, я сейчас вам так красиво не сложу, не покажу. Вам это может показаться не совсем красивым и кощунственным, но упаковано это было нереально. Знаете, мне действительно было крайне сложно восстановить фабричную упаковку, но все это было вот так вот запечатано с красивой лентой. Вот это вот луна. Вот это вот все была пергаментная бумага, в которой запечатано. Это было действительно очень роскошно. Поверьте, я крайне редко вижу, когда товар, продукт действительно упаковывают с такой любовью. Ну, столько всяких деталей, столько всяких плюшек. Те, кто со мной смотрел, действительно были воодушевлены. Вот только даже посмотрите на эту пергаментную бумагу. Я хоть ее повредила, потому что я распаковывала в прямом эфире, показывала, насколько она тонкая, насколько она качественно, эта бумага выполнена, вся в такой вот эзотерической тематике. Здесь, как мы видим, в частности, созвездия, прорисовка созвездий. Сейчас вам покажу. Посмотрите, как это красиво, как это роскошно. Я понимаю, что кто-то может не разделять моего восторга, но это действительно видно, что люди даже к таким деталям и с таким трепетом, с такой любовью отнеслись к своему продукту. Поверьте, колод ко мне приходило много разных, но такое я вижу впервые. И это действительно уникально, это действительно удивляет, это завораживает. Итак, смотрим сам продукт. Вот такая вот картонная упаковка, такая вот она внутри. Все очень качественно сделано, нет никаких отклеек, склеек. То есть действительно, знаете, я могу назвать это люксовым продуктом, потому что действительно крайне качественная упаковка. Все сделано с душой и с любовью. Ну, приступаем к самой колоде. Что мы здесь видим? Значит, традиционно, видите, здесь золотой идет срез. Вот такая интересная рубашка. Рубашка
двусторонняя, поэтому вы можете работать как с прямыми, так и с перевернутыми арканами, так как вам легко, как вам удобно. Колода у нас идет стандартная, 6 на 12 сантиметров, то есть как и в масс-маркет. Но здесь удивительного качества тонкий картон. То есть колода не является плотной, но при этом качество материала, на котором она напечатана, действительно вызывает удивление. Очень хорошая. Карты тонкие. Кто-то впервые как возьмет в руки, скажет, фу, что это там за ширпотреб. Но по факту, скажу вам, это не так, потому что, несмотря на тонкость этого картона, это как люксовый материал. Я не разбираюсь особо в бумаге, тут вам ничего сказать не могу, но как практик могу сказать, что это действительно выполнено на достойной бумаге, картоне. То есть оно даже, знаете, как картон-пластик, назвать это не могу. Смотрите, насколько тонкий. Сейчас постараюсь вам показать. Потому что для многих это тоже важно. Некоторые говорят, фу, я не люблю тонкие карты, поэтому вам презентую, показываю. Ну, допустим, вот давайте сравним с масс-маркетом. Вот, например, у нас идет Таро неба и земли. То могу сказать однозначно, эти карты толще. Эту фактически этот стакан не виден. Ну и вообще, смотрите, колода, которая у меня в работе. Сравним с вами по толщине, по объему, чтобы вы посмотрели, как отличается от масс-маркета. Видите, да? Безусловно, когда вы с ней начнете работать, она тоже у вас, знаете, как будет более заезженная такая, но все равно она удобнее ложится в руку. Для кого важно. Итак, буду вам показывать карты с позиции прорисовки. К этой колоде есть шикарная книга-мануал. Я обязательно вам ее покажу, чтобы вы могли ознакомиться. Очень достойно выполнено, очень качественно. Обратимся к этому несколько позже. Ну а пока сама колода. Как вы видите, здесь фактически на каждом аркане фольгированная печать, как изображение, не знаю, мне, наверное, несколько отсвечивает, чтобы вам видно, видите, вот дурак, допустим, да. То есть что здесь у нас пропечатано? И название, и некие элементы на самом аркане. Вот видите, также аркан маг отсвечивает лемниската и вот этот знак пентаграммы, который у девушки под полумесяцем. Колода завораживает какой-то невероятной энергетикой. Вот и самое главное, знаете, все как я люблю. Такой вот фактически минимализм, черно-бело-золотые тона, ничего лишнего, никакой наляпистости, но вместе с тем очень красиво, очень эстетично. Безусловно, повторюсь, не каждому зайдет. Кто-то не приемлет такие колоды, но мне действительно она очень понравилась. Особенно вот это вот, знаете, как фон на каждой карте. Россыпь из звезд, звездное небо. Когда вы выполняете расклад, выкладываете их на рабочей поверхности, это невероятно красиво. Посмотрите, какие шикарные здесь влюбленные. Это просто космос. Очень, очень сказочно. Действительно, колода приводит какой-то некий восторг. Вроде бы и классика, но она звучит совершенно иначе. Я буду вам стараться показывать, да, чтобы вы видели, где нанесена вот эта вот золотая фольга. Это тиснение. Почему непосредственно Таро божественной женственности? Это как ода женщинам, женщинам, которые, скажем, на чьих хрупких плечах держится все в этом мире. Поэтому это, знаете, как колода, которая посвящена женской энергетике, женской дружбе. Это не с позиции там женского феминизма и воспевания ЛГБТ. Нет, здесь речь не об этом. Здесь непосредственно о миссии женщины в жизни и то, чем она должна заниматься, какую энергетику, какую структуру должна нести. И как следствие идет ее восхваление и воспевание всех ее личностных качеств. Как женщина-преобразователь, женщина-дочь, женщина-мать, женщина-любовница. То есть тут идет женщина во всех ипостасях. Дьявол, смотрите какой. Триединая богиня. А вот, посмотрите, какая башня. Невероятно красиво. Значения соответствуют классическим. Вы это все можете прочесть в мануале. Плюс-минус, конечно, есть какие-то свои полутона, которые добавляет автор. Вы с ними ознакомитесь. Я вам покажу сейчас
Мануал. Ну, это сказочно красиво. Невероятная луна. И какое красивое солнце. Она, знаете, веет такой вот какой-то теплотой, искренностью. От нее действительно идет шикарная энергетика. Вот когда с ней работаю, от нее, знаете, не устаешь. Эмоционально не выгораешь. Сразу, скажем так, предвкушая ваш вопрос, смогут ли работать с ней новички? Наверное, скажу все-таки нет. Почему? Потому что здесь, если вы хорошо владеете классикой, то, безусловно, это ваш инструмент. И если от классики вы на текущий момент пока далеки, либо плохо она у вас еще ложится, эта информация, то эта колода вас может не то чтобы путать, но давать вам не так много информации, как бы вам хотелось. Не особо здесь угадывается сюжетная линия, как в классических арканах. Ну, допустим, вот смотрите, четверка жезлов. Мы здесь видим ситуацию праздника, но крайне сложно вам будет понять, что это аркан, который указывает на семейную жизнь, на помолвку, праздники, на праздник урожая и прочих моментов. Мы просто здесь видим единение, да, празднование чего-либо, но не совсем понимаем, о чем здесь идет речь. Или вот что пятерка жезлов – это внутренняя борьба, противоречие. То есть здесь вы действительно должны владеть этой информацией. Так же, как и шестерка жезлов, несмотря на то, что это карта победы, карта воспевания и своего эго, и каких-то достижений, но вместе с тем еще это карта движения. Здесь вы этого не увидите по прорисовке. Поэтому в качестве рекомендации это уже тем, кто работает с арканами длительный период. Ну а в целом, посмотрите, ну это невероятно красиво. У меня, конечно, не так ложится свет, чтобы вам это показать, донести всю эту красоту, это роскошь этой колоды. Пробовала включать у себя прямой свет над столом, все равно дает блики и не передает всю эту сказочность. На канале Кокориной вы сможете увидеть у нее на сайте, и у нее также есть канал в Ютубе. Она делает, безусловно, очень качественный релиз этой колоды. Снято там профессионально, на профессиональном уровне. Опять же, только с позиции галереи колоды. Там нет информации о значении карт. Это просто, чтобы вы поняли для себя и осознали, подходит вам продукт или нет. Насколько он вам нравится визуально. Цепляет он вас или не цепляет. Рыцарь жезлов, посмотрите, какая ведьмочка здесь. Это действительно невероятно красиво, но обратите внимание. Не знаю, может, я так фанатею. У меня какой-то был дикий космический восторг, когда я увидела эту колоду. Ну, действительно, меня сложно чем-то удивить. Конечно, вторая колода, которую презентовал Павел, она еще круче. Я обязательно постараюсь вам ее показать. Но это действительно космос. Это вызывает просто массу радости. Двойка кубков, какая красивая. Могу сказать, что непременно такой инструмент станет жемчужиной вашей коллекции. То есть это не колода, которая будет у вас валяться на задворках или с которой вы не захотите работать. Конечно, сложно будет с ней найти какую-то сонастройку, потому что, честно, даже вот негативные арканы, они здесь в большей степени проработаны в каком-то позитивном ключе. Но вот пятерка кубков, да, печаль, раздумья, опустошенные чаши. Но все равно крайне сложно уловить вот этот вот негативный какой-то настрой, либо негативный посыл аркана. Шестерка кубков, смотрите, какая красивая. Поэтому здесь уже, знаете, как созвучно будет с вами, как с вами будет работать. У кого-то, конечно, сразу пойдет, у кого-то нет. Но, тем не менее, выполнена, как вы видите, в одной стилистике, не так, как сейчас модно в последнее время, знаете, коллажированные колоды, каждый аркан прописан в своем художественном стиле. Здесь этого нет, на самом деле это приемлю, это мне нравится, потому что если взять в пример тот же Таро воды, когда каждая карта прорисована в своем стиле, ну, честно, иногда во время раскладов, чтения карт это отталкивает. Мне больше нравится, когда уйдет какой-то один мотив, который проходит через все арканы. Все арканы выдержаны в одной стилистике. Ну, во всяком случае, мне так легче. Я не говорю, что понравится кому-то, но это такое
Сугубо мое мнение, когда работаю с инструментом на практике. Видите, король кубков в женской ипостаси. Как красиво. Сказочно красиво. Во время инстаграм-эфира меня спрашивали, стоит ли работать и просматривать ЛГБТ-пары на этой колоде. Могу сказать однозначно, почему нет. Вы можете как гетеросексуальные пары смотреть, так и однополые взаимоотношения. Поэтому здесь у вас нет никаких ограничений. Четверка мечей, видите, аркан медитации, покоя, умиротворения. И пятерка мечей. Это, вы знаете, как кинжал в спину. Как обида, раздрай, сожаление. Надо будет еще сделать, знаете, обзор всех своих колод. Вот в такой вот стилистике. У меня уже их достаточно. Я думаю, вас это очень удивит и порадует. Ну, это действительно хороший, толковый экземпляр. Мне очень нравится эта колода. Еще забыла сказать вам, озвучить. Данная колода, прорисовка один в один, но есть несколько другой стилистики. Автор сделала колода полностью белая, а прорисовка здесь будет этих вот рисунков в черном цвете. Ну, я рада, что Павел мне презентовал такой вариант, потому что белое тоже красивое, но, скажу честно, вот если бы выбирала себе я бы, безусловно, взяла этот вариант. Мне он почему-то по энергетике как-то даже вот роскошнее идет. Видела, что девушки практики покупали сразу 2 колоды, и на 2 колодах, на белое, на черное, делали какие-то расклады. То есть очень гармонично они дополняют друг друга и очень красиво смотрятся. Поэтому если кто-то для себя захочет приобрести обе, поэтому будет действительно, как знаете, такая пара комплексная, которая друг друга дополняет и очень красиво будет смотреться. Вот пошла у нас масть пентаклей. Посмотрите, как красиво. Опять же, колода может подходить и для ритуальной практики, либо для медитации на арканы. Здесь, конечно, вам будет сложнее, нежели с классическим инструментом. Но те, кто практикует и умеет, вам это не составит никакого труда. Пятерка пентаклей. Колода, как вы видите, англоязычная. И мануал тоже идет англоязычным. То есть на одном языке не будет у вас мультиязычного перевода. Но мне кажется, в нынешнее время это не является особой проблемой, потому что онлайн-переводчики, специальные программы сели, перевели, все для себя поняли, осознали. Поэтому, вот смотрите, какая серьга красивая. Не знаю, бликует вам, не бликует, видно. Очень красиво, очень. А вот какая чувственная десятка пентаклей. Мама с ребенком. Целостность, семья, единение. Очень здорово придумано. Так, да что ж такое? Этот паж пентаклей убегает. Паж пентаклей. Рыцарь. Очень круто. Королева пентаклей. И итоговый аркан. Король пентаклей, но опять же здесь в женской ипостаси прорисован. Почему? Потому что колода у нас называется божественной женственности. Вот такой у нас инструмент. Сейчас еще раз вам покажу. Презентую. Вот такая вот рубашка. Не знаю, отсвечивает, не отсвечивает. Насколько вам хорошо видно. И давайте с вами посмотрим мануал. Итак, что представляет собой мануал? Вот такая вот книга. Она идет в комплекте к этой колоде. Автоматически она как входит в подарок. Дополняет этот инструмент. Очень хорошее качество бумаги. Сделано такое, знаете, она желтоватый, как будто состаренная. Но очень действительно хорошая и полиграфия. И прям приятно брать в руки. Помимо всего прочего шла такая вот
Замечательная закладка, которую вы можете использовать для своих целей. Традиционно введение, история Таро для тех, кто, допустим, только взял Таро в руки и начинает практиковать. Здесь идут, в принципе, ну, ситуация, как работать с картами, как читать, примеры раскладов, однокарточный, двухкарточный, трехкарточный расклад, расклад на месяц, кельтский крест. Ну, здесь все без изменений. И пошла ситуация. Старшие арканы. Мне что нравится, видите, для новичков очень удобно. Прорисовка карты, чтобы человек понимал, что за аркан. И идет ключевые слова. И тут, конечно, кратенькое описание каждой карты. Информативна ли будет эта книга? Ну, скажу честно, нет, потому что к другой колоде, я вам покажу, там действительно выполнен колоссальный труд. Здесь это больше так все кратко сделано, но действительно на очень достойном уровне. Но если вы начинающий практик, тут, конечно, информации вам будет мало, нужна будет дополнительная литература. Но как сопроводительный элемент, почему бы и нет, действительно очень такой красивый, достойно выполненный мануал. Здесь еще идет информация о Дженни Псабу. Это девушка, которая консультировала по трактовке карт. То есть она прописывала эту книгу. А уже Кокорина, она как дизайнер выступала. Корина Ника. Вот. Ее сайт называется Кокорина. Она уже выступала здесь как дизайнер и пририсовывала эту колоду. Поэтому вот такие замечательные продукты, замечательные инструменты. Здесь еще в дополнение мне Павел дарил кучу блокнотов. Хочу показать вам один из них. Посмотрите, какая-то невероятная красота, потому что вы мне писали под постом, где я взяла такой блокнот, поделитесь. Вот вам показываю вот этот блокнот. Он чистый, здесь нет никаких пометок, ни записей, просто бумага. Это, знаете, как дневник, либо блокнот желаний, ваших целей, то есть, ну, многозадачный. Вы можете использовать так, как сочтете нужным. Может быть, для ваших каких-то зарисовок, еще каких-нибудь моментов. Но действительно такая очень стильная, достойная вещь. В качестве подарка, либо презента, мне кажется, будет супер. И вот такие в посылочке еще лежали открытки, как знак благодарности за покупку, что Павел приобрел эти колоды. Ну и, в принципе, ссылки на сайт, где можно посмотреть всю эту информацию. Вот такой кратенький обзор. Повторюсь, я не даю вам значения карт, не даю их трактовку. Это больше с позиции визуального ряда эти обзоры, для того, чтобы вы поняли для себя, приняли решение, осознали, нужно вам это, не нужно, подходит ли вам эта колода энергетически, то есть когда вы на нее смотрите, насколько она с вами созвучна, и хотите ли вы, скажем так, себе в копилку практика. Это, видимо, основной такой вот мотив, с какой целью я вам показываю, потому что вы мне часто просите, а покажите, а порекомендуйте. Вот, показываю, рекомендую, а приобретать или нет, уже это выбор за вами. В любом случае, я вам искренне благодарна за просмотр. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях. Возможно, у кого-то уже есть этот инструмент, вы с ним уже работаете, поэтому оставляйте свои комментарии, свои пожелания, свою обратную связь. Может быть, вы какую-то колоду хотели видеть у меня на обзоре, поэтому буду вам признательна. Для тех же, кого интересует обучение по системе Райдера Уэйта, либо вопросы индивидуальных консультаций, то ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Оставляйте ваши текстовые либо голосовые сообщения на Viber, либо WhatsApp, либо я, либо мой админ Анастасия с удовольствием ответим на ваши вопросы. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч!